Всем привет! Сегодня мы приготовим шоколадный торт, который готовится очень быстро и просто. Торт получается достаточно большой, он идеален для любого праздника. Для начала перемешиваем все сухие продукты. 2 стакана сахара, 2,5 стакана муки, 4-5 столовых ложек какао, 1 пакетик разрыхлителя, это 10 грамм, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Перемешиваем около минуты до однородной смеси. Два яйца взбиваем. Взбиваем недолго, около минуты, до объединения белка и желтка. Добавляем 1/3 стакана растительного масла и еще немного перемешиваем. Теперь в 3 захода добавляем нашу сухую смесь и стакан молока. Вымешиваем тесто недолго, просто до соединения продуктов. Вот такое немного густое оно получается и лениво сползает с венчиков. Заливаем стакан кипятка и размешиваем. Вы сразу увидите, как тесто оживает и появляются пузырьки. Как только перемешали до однородного состояния, сразу разливаем по формам. У меня 2 формы диаметром 20 сантиметров. Если вы выпекаете тортик для домашнего чаепития, то можно вылить тесто на противень и потом собрать квадратный тортик, разрезав на 4 коржа. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готовность проверяйте на сухую зубочистку. Когда коржи немного остынут, извлекаем их из формы и даем остыть полностью на решетке. Приготовим крем. 600 грамм 25% сметаны засыпаем 150 граммами сахара. Взбиваем до растворения сахара. Добавляем 180 грамм сливочного творожного сыра и еще немного взбиваем. Творожный сыр сделает крем именно нужной нам консистенции, более густым.
Если у вас хорошая густая домашняя сметана, то творожный сыр можно не добавлять. Шоколадные коржи остыли. Эти коржи не крошатся, поэтому после остывания их можно сразу нарезать. Срезаем ножом верхнюю шапку. Делаем надрезы по всему кругу. Старайтесь сделать надрезы посередине. Теперь возьмите любую нитку, лучше капроновую, проденьте ее в разрезы и завяжите узел. Затяните его. И ровный разрез готов. Соберем тортик. Чтобы блюдо осталось чистым, я подкладываю пергаментную бумагу под корж. Собирать буду в кольце. На каждый корж выкладываем крем и разравниваем. 3-4 полные ложки на корж вполне достаточно. Отправляем наш торт в холодное место для стабилизации, а в это время приготовим глазурь. Берем 3,5 столовые ложки сахара, 3,5 столовые ложки какао, две столовые ложки сметаны, и добавляем 80 мл жирных сливок. Теперь варим глазурь и все время перемешиваем, чтобы она не пригорела. Варится она очень быстро, и буквально через 3-5 минут у вас получится очень гладкая глазурь без комочков. Достаем наш тортик и смазываем бока.
У меня нет специального поворотного столика, но вместо него отлично справляется с задачей подставка из микроволновки. Устанавливаем на нее блюдо с тортом, и торт прекрасно крутится. Теплую глазурь выкладываем на торт. Глазурь достаточно густая. Аккуратно распределяем ее по тортику. И зубчиками делаем такую волну. Осталось убрать пергаментную бумагу, и наш вкусный шоколадный домашний тортик готов. Он очень мягкий. Коржи хорошо и быстро пропитываются благодаря своей пористой структуре. Уверена, что этот торт порадует вас и ваших близких. Мы будем рады, если вы поддержите нас лайком и подпишитесь на наш канал. Ваша подписка нас мотивирует. И не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить остальные рецепты. До встречи!